Оноре де Бальзак. Озорные рассказы. Три клерка святого Николая. Постоялый двор «Три усача» находился прежде в Туре и славился на весь город самым пышным угощением, а его хозяин, слывший лучшим из поваров, отправлялся готовить свадебные пиры даже в такие далекие края, как Шатильро, Ложь, Вандом и Блуа. Эдакий старый лис, до тонкостей знавший свое дело, никогда не зажигал ламп в дневное время, умел выжать сок из камня, брал деньги за шерсть, кожу и перья, за всем зорко следил, никому не позволял расплачиваться мекиной вместо звонкой монеты и за недосчитанный грош оскорбил бы даже принца. В остальном же он был отличным шутником, охотно пил и смеялся с постоянными гостями, всегда держал шляпу в руках перед особыми персонами, наделенными полным отпущением грехов и именовавшимися «Сит номин домини бенедиктум», вгонял их в расходы и при необходимости доказывал им разумными доводами, что вина дорого и что, как бы они ни думали, в Турене ничего не дается даром, а за все приходится платить и притом сполна. Словом, если бы он мог сделать это без позора для себя, он счел бы нужным брать деньги и за свежий воздух, и за вид на окрестности. Таким образом он скопил приятное состояние на чужие деньги, стал круглым, словно бочка, заплыл жиром и заслужил обращение «господин». Во время последней ярмарки трое молодых людей, бывших подмастерьями в плутовстве, в которых было куда больше материала для висельников, чем для святых, и которые точно знали, как далеко можно зайти, не рискуя угодить шеей в петлю, решили потешиться и пожить в свое удовольствие за счет каких-нибудь торговцев или других зевак. Сии слуги сатаны ускользнули от своих хозяев, у которых они обучались искусству марать пергамент, и остановились в гостинице «Три усача». Там они потребовали самые лучшие покои, перевернули все вверх дном, воротили нос от любого угощения, заказали всех минок на рынке и объявили себя купцами первой гильдии, которые никогда не возят товары с собой, а путешествуют налегке. Хозяин суетился, вертел вертелы и приготовил роскошный пир для этих трех хитрецов, поднявших шума уже на 100 эску, тогда как у них за душой не было даже тех медиков, которыми один из них бренчал в своем кармане. Но если с деньгами у них было туго, то в изворотливости недостатка не наблюдалось, и все трое условились сыграть свои роли как истинные ярмарочные мошенники. Это была настоящая фарсовая пьеса с обильным питьем и едой, ибо за 5 дней они с таким усердием набросились на все припасы, что даже отряд немецких солдат опустошил бы меньше, чем они добыли обманом. Сии три лукавых подлеца отправлялись на ярмарку после завтрака, хорошо подогретые, сытые, с набитыми животами, и вытворяли с простаками и прочими глазеющими все, что им вздумается, грабили, обчищали карманы, играли и проигрывали, снимали вывески и надписи и меняли их местами, помещая вывеску торговца игрушками над лавкой ювелира, а вывеску ювелира над мастерской сапожника, переворачивали лавки вверх дном. Стравливали собак, подрезали привязи у лошадей, швыряли кошек в толпу, кричали «Держи вора!» и говорили каждому встречному: «Не вы ли будете господин де Антерфес из Анжера?» Затем они толкали всех подряд, проделывали дыры в мешках с мукой, искали свои носовые платки в карманах дамочек, задирали им юбки, с криком искали потерянный драгоценный камень и говорили им: «Сударыни, он упал в щель». Маленьких детей они направляли не в ту сторону, давали тумаки в живот тем, кто ротозейничал по сторонам, и бродили вокруг, обдирая и донимая каждого. Словом, сам дьявол показался бы джентльменом по сравнению с этими отъявленными школярами, которые скорее дали бы себя повесить, чем совершили честный поступок. С таким же успехом можно было ожидать милосердия от 2 разъяренных тяжбой истцов. Они покидали ярмарку не столько уставшими, сколько присытившимися своими пакостями, и проводили остаток времени за обедом до самого вечера, когда с наступлением темноты возобновляли свои проделки при свете факелов. Вслед за разносчиками они принимались за городских дамочек, которым благодаря 1000 уловок отдавали лишь то, что получали сами, согласно аксиоме Юстиниана,
каждому свое сокоотделение, а затем со смехом говорили бедным девкам: «Мы правы, а вы — нет». Наконец, за ужином, за неимением других дел, они стали тузить друг друга, а чтобы поддержать задор, пожаловались хозяину на мух, заявляя ему с упреком, что в других местах трактирщики ловят их, дабы они не досаждали знатным господам. Однако к 5-му дню, решающему дню при любой лихорадке, хозяин, хотя и глядел во все глаза, так и не увидел царственного лика ни на одном эску. Зная же, что будь все золото, что блестит, оно стоило бы дешевле, он стал хмурить брови и уже без прежней резвости исполнять то, чего требовали от него сии купцы первой гильдии. Опасаясь, как бы не заключить с ними дурную сделку, он попытался нащупать дно в их карманах. Заметив это, 3 подмастерьев с уверенностью Приво, отправляющего человека на виселицу, приказали ему живо подавать хороший ужин, поскольку им надлежит немедленно отправляться в путь. Их веселые физиономии рассеяли подозрения хозяина. Подумав, что мошенники без гроша за душой наверняка выглядели бы озабоченными, он приготовил ужин, достойный каноника, и даже вознамерился напоить их до пьяна, дабы в случае чего проще было упечь их за решетку. Не зная, как унести ноги из комнаты, где они чувствовали себя примерно так же уютно, как рыба на соломе, 3 приятелей ели и пили без меры, поглядывая на окна и выжидая удобный миг для бегства, но случай все не представлялся. Проклиная свою участь, один из них порывался выйти и расстегнуть камзол из-за колик, другой — сбегать за лекарем для 3-го, который изо всех сил изображал обморок. Проклятый трактирщик все снувал из кухни в комнату и из комнаты на кухню, выслеживая безымянных гостей, делал шаг вперед, чтобы спасти свою эску, и шаг назад, чтобы уберечь собственную макушку на случай, если они и впрямь окажутся знатными господами. Он ведал себя как храбрый и осмотрительный хозяин, который любит звонкие монеты и терпеть не может пинки. Однако под предлогом заботливого обслуживания он постоянно держал одно ухо в комнате, а одну ногу во дворе. Ему все мерещилось, будто его зовут, он входил всякий раз, когда они смеялись, предъявляя им физиономию с неспокойным выражением, и всякий раз повторял: «Господа, чего вам угодно?» Это был вопрос, в ответ на который они с превеликим удовольствием вонзили бы ему в живот 10 дюймов его собственного вертела, ибо вид у него был такой, словно он прекрасно знал, что именно им сейчас нужно. Ведь кабы получить 20 эску полного веса, каждый из них отдал бы треть своего упования на вечную жизнь. Легко представить, что они сидели на своих стульях, словно на раскаленных жаровнях, ноги у них чесались, а зады горели. Хозяин уже поставил под самый их нос груши, сыр и варенье, но они, попивая вино и ковыряясь в кушаньях, переглядывались, высматривая, не нашел ли кто из них в своем мешке доброй плутни. Все они начали веселиться довольно плачевно. Самый хитрый из 3 подмастерьев, уроженец Бургундии, видя, что настал час расплаты, усмехнулся и молвил: «Дело откладывается на неделю». Точно так, будто они находились во дворце правосудия. 2 других, невзирая на опасность, зашлись смехом. «Сколько мы должны?» — спросил тот, у кого за поясом покоились упомянутые выше 12 су. Он перебирал их с таким усердием, будто от этих суетливых движений надеялся принудить их принести потомство. Это был уроженец Пикардии, малый весьма вспыльчивый, из тех, кто готов прицепиться к чему угодно, лишь бы с чистой совестью выбросить трактирщика в окно. И эти слова он произнес с видом человека сказочно богатого. «6 эску, господа», — ответил хозяин, протягивая руку. «Я не могу позволить, чтобы вы один угощали нас, виконт», — вмешался 3-й школяр, происходивший из Анжу и бывший хитроумным, как влюбленная женщина. «И я не могу», — подхватил бургундец. «Господа! Господа!» — возразил пикардиец.
Вы изволите шутить. Я к вашим услугам. Черт меня дери! Воскликнул анжуец. Вы же не заставите нас платить трижды. Наш хозяин и этого не потерпит. Ну так вот, сказал бургундец, тот из нас, кто расскажет самую плохую историю, тот и расплатится с трактирщиком. А кто будет судьей? Спросил пикардиец, опуская свои 12 су на самое дно кармана. Ей-богу, наш хозяин. Ему и книги в руки, ведь он человек с тонким вкусом, молвил анжуец. А ну-ка, почтенный шеф, садись, пей да слушай во оба уха. Заседание суда открывается. Тут хозяин сел, но лишь после того, как налил себе полный кубок вина. «Моя очередь первая», — сказал анжуец. «Я начинаю». В нашем герцогстве Анжуйском деревенские жители весьма верные слуги нашей святой католической веры, и никто из них не упустит своей доли в раю из-за того, что не отбыл епитимии или не прикончил еретика. Если бы учительный проповедник ереси проходил теми краями, он быстро оказался бы под дерниной, сам не ведая, отчего приспела его кончина. Один добрый человек из Ларза, возвращаясь как-то вечером от вечерней молитвы к винным кувшинам заведения «Сосновая шишка», где он выронил разум и память, свалился в канаву с водой подле своего дома и оказался по самую шею в грязи. Один из соседей, найдя его вскоре заиндивившим, ибо стояла зима, шутливо молвил ему: «Эй! Чего это ты тут дожидаешься? Оттепели!» Отвечал хмельной малый, чувствуя, что скован льдом. Тогда Година, как истинный христианин, возволил его из беды и отворил перед ним двери дома из уважения к вину, кое властвует в тех краях. Добрый человек отправился прямо в постель служанки, девицы молодой и весьма пригожей. Старый тютя, одурманенный вином, принялся пахать не на том поле, полагая все это время, что рядом с ним супруга, и вознося ей благодарности за молодость и свежесть, кое она как будто сохранила. Услышав мужа, жена принялась вопить, и от ее ужасного визга малый пробудился к осознанию того, что находится вовсе не на пути к спасению, отчего бедный труженик вошел в несказанную печаль. «Ах!» — молвил он. «Господь покарал меня за то, что я не пошел к вечерней в церковь». И он принялся оправдываться как умел, сказывая, будто вино спутало ему мысли, а перебравшись в собственную постель, все повторял своей доброй женушке, что даже за лучшую корову не пожелал бы взять такой грех на душу. «Дорогой мой», — молвила она, — «ступай и исповедуйся завтра с позаранку, и давай больше не будем об этом». Добрый человек поплелся к исповедальне и изложил свое дело со всей смиренностью священнику прихода, доброму старому ксензу, способному со временем стать владельцем туфли святого отца. «Ошибка, не грех», — молвил он кающемуся. «Завтра будешь говеть и получишь отпущение». «Говеть». «С радостью», — отвечал добрый человек. «Это ведь не значит остаться без питья?» «А», — возразил священник. «Пить ты должен только воду, а из еды ничего, кроме четвертины хлеба и яблока». Тогда добрый человек, не надеясь на свою память, отправился домой, повторяя про себя назначенную епитимию. Но честно начав с четвертины хлеба и яблока, он добрался до дому, твердя уже четверть яблок и хлеб. Затем, дабы очистить душу, он принялся исполнять свое говение. Его добрая женушка дала ему хлеб и сусека и сняла связку яблок с балки, после чего он печально принялся за дело. Когда он со вздохом заталкивал в себя последний кусок хлеба, едва понимая, куда его вместить, ибо набился до самого подбородка, жена стала убеждать его, что Бог не желает смерти грешника и что из-за какой-то корки хлеба в брюхе его не станут упрекать за то, что он путает место. «Цыц, жена!»
— отвечал он. «Хоть лопни, а пост соблюсти обязан». «Я свою долю внес, теперь ваш черед, виконт», — добавил анжуец, подмигнув пикардийцу. «Кубки пусты. Эй, подать еще вина». «Выпьем», — воскликнул пикардиец. Помоченные истории выскакивают куда проще. С этими словами он осушил кубок, не оставив на дне ни капли, и, слегка кашлянув для порядка, поведал следующее. Вам должно быть известно, что девушки из Пикардии перед тем, как завести свое хозяйство, имеют обыкновение честным трудом наживать себе белье, посуду и сундуки, словом, всякую необходимую утварь. Для этого они идут в наемницы в Перонне, Абивиле, Амьене и других городах, где служат горничными, моют стаканы, чистят тарелки, складывают белье и носят ужин, да и все прочее, что только приходится носить. Все они выходят замуж, как только приобретают хоть что-то помимо того, что естественным образом приносят своим мужьям. Сии женщины — лучшие хозяйки, ибо до тонкости знают свое дело и все остальное. Одна из них родом из Озонвеля, а сие есть поместье, коим я владею по наследству, наслышавшись о Париже, где люди ни перед кем не гнут спину и где можно весь день питаться, лишь проходя мимо харчевин, вдыхая пар, до того он наварист, вбила себе в голову отправиться туда. Она отважно шагала по дороге и прибыла на место с полным карманом пустоты. Там, у ворот Святого Дени, она наткнулась на отряд солдат, выставленный на время в дозор, ибо протестанты приняли весьма опасный вид. Сержант, увидав эту коноплянку в капоре, сдвинул шлем на бекрень, расправил перо, подкрутил усы, откашлялся, вращал глазами, подпер бока руками и остановил пикардийку. Дабы проверить, правильно ли у нее проколоты уши, поскольку девицам запрещалось входить в Париж иначе. Затем он спросил ее в шутку, но с серьезной миной, что привело ее сюда, притворившись, будто верит, что она пришла взять ключи от Парижа штурмом. На что бедная невинность ответила, что ищет хорошее место и не имеет никаких дурных намерений, желая лишь немного заработать. «Прекрасно. Я найму тебя», — молвил этот шутник. «Я сам из Пикардии и устрою тебя здесь, где с тобой будут обращаться так, как иной раз захотелось бы и королеве, и ты сможешь отлично нажиться». Затем он провел ее в караульное помещение, где велел подмести пол, почистить кастрюли, раздуть огонь и за всем приглядывать, добавив, что она получит по 30 су с головы от каждого малого, если ее служба им понравится. А поскольку отделение стояло там уже месяц, она могла выручить 10 эску, а при их уходе прибыли бы новые солдаты, которые заключили бы с ней столь же добрую сделку, и таким образом она смогла бы привезти своим родичам деньги и подарки. Девушка так отлично прибрала комнату и приготовила стряпню, напевая и мурлыча себе под нос, что в этот день солдаты нашли в своей берлоге вид монашеской трапезной. Все остались весьма довольны, и каждый дал своей служанке по су. В полном удовлетворении они уложили ее в постель своего командира, который ушел в город к своей даме, и баловали да ласкали ее на малый философских солдат, то есть солдат, неравнодушных к доброму делу. Вскоре она уютно устроилась между простынями. Но кабы избежать ссор и раздоров, мои благородные воины бросили жребий, кому за кем идти, выстроились в вереницу, отменно сыграв смелую пику, не обронив ни слова, но каждый забрал себе общество девицы по меньшей мере на 26 су. Хотя бедняжка и не привыкла трудиться на стольких сразу, она старалась изо всех сил и благодаря сему так и не сомкнула глаз за всю ночь. Утром, видя, что солдаты крепко спят, она поднялась, счастливая, что не несет на себе следов сильной стычки, и, хотя слегка устала, сумела выбраться через поле на открытую местность со своими 30 су. По дороге в Пикардию она встретила свою подругу, которая, подобно ей самой, желала испробовать службу в Париже и спешила туда. Увидев ее, та спросила, что же за место там водится.
Ах, Перина! Не ходи. Там нужно быть из железа, да и будь ты из него, все равно бы быстро износилась. Таков был ее ответ. «А теперь, бургундское пузо», — сказал он, награждая соседа сочным хлопком, «выплескивай свою историю или плати». «Именем королевы рогоносцев», — ответил бургундец. «Ей-богу, клянусь святыми, богом и дьяволом, я знаю только истории бургундского двора, а они имеют хождение лишь в наших краях». Черт возьми! Разве мы не в землях Бафримона?» — воскликнул тот, указывая на пустые кубки. «Ну так я поведаю вам происшествие, хорошо известное в Дижоне, которое случилось в те времена, когда я там командовал, и которое стоило того, чтобы его записать. Жил-был судебный сержант по имени Франк Топин. Это был старый ком пакостей, вечно ворчливый, вечно дрочливый, чопорный и накрахмаленный. Он никогда не утешал шуткой тех, кого вел на каторгу, словом, малый, способный найти вшей на лысине и дурное поведение у самого Господа Бога. Сей Топин, отвергаемый всеми, взял себе жену, и по случаю Бог благословил его супругой мягкой, словно луковая шелуха. Замечая странный нрав своего мужа, она прилагала больше стараний, чтобы принести радость в дом, чем другая, чтобы наставить ему рога. Но хотя она усердно повиновалась ему во всем и ради мира в семье попыталась бы выгадить для него золото, кабы Бог дозволил сие, этот человек вечно оставался угрюмым и сварливым и щадил свою жену от побоев не больше, чем должник, обещания перед судейским приставом. Поскольку это скверное обращение продолжалось, невзирая на рачительность и ангельское поведение бедной женщины, она, будучи не в силах привыкнуть к такому, была вынуждена уведомить своих родичей, которые и явились в дом. Когда они прибыли, муж заявил им, будто его жена — дура, будто она досаждает ему всеми возможными способами и делает его жизнь почти невыносимой, будто она будет его после первого же сна, никогда не подходит к двери, когда он стучит, оставляя его мокнуть под дождем на холоде, а в доме у нее вечно беспорядок. На его одежде нет пуговиц, на шнурках не хватает наконечников, белье портит, вино киснет, дрова сырые, а постель скрипит в самый неподходящий миг. Словом, все идет из рук вон плохо. На эту паутину лжежена ответила тем, что указала на платье и вещи, находившиеся в полном порядке. Тогда сержант сказал, будто с ним очень дурно обращаются, будто обед для него никогда не готов, а если и готов, то бульон жидкий, а суп остыл, забормотали вино или стаканы, мясо подано без подливы и петрушки, горчица выдохлась, в блюде вечно попадаются волосы, а скатерть грязная, отчего у него пропадает аппетит, и ни в чем-то она не может ему угодить. Изумленная жена ограничилась тем, что решительно отвергла возводимую на нее вину. «Ах ты, неряха!» — закричал он. «Ты еще запираешься. Что ж, друзья мои, приходите сегодня к нам обедать и будете свидетелями ее дурного поведения. И если она хоть раз сможет подать все как следует, я признаю свою правоту во всем, что наговорил, больше пальцем ее не трону, а уступлю ей свою алебарду, штаны и дам здесь полную власть». Молвила она с радостью. «Стало быть, отныне я буду и женой, и хозяйкой». Тогда муж, уверенный в нраве и несовершенствах своей жены, пожелал, чтобы обед был подан в беседке под виноградом, рассчитывая, что сможет орать на нее, если она не станет достаточно быстро бегать от стола к кладовой. Добрая хозяйка взялась за дело с охотой. Тарелки блестели так, что в них можно было смотреться, горчица была свежей и отлично приготовленной, обед, загляденье, аппетитный, словно краденый плод, стаканы чисты, вино охлаждено, и все настолько мило, чисто и бело, что трапеза сделала бы честь епископскому балагуру. И вот, когда она стояла перед столом, одаривая его тем последним взглядом, коему все добрые хозяйки любят предаваться, муж постучал в дверь.
И в этот самый миг проклятая курица, которая вздумалась взгромождиться на крышу беседки, чтобы набиться виноградом, уронила здоровенную кучу прямо посередине скатерти. Бедная женщина едва не умерла от страха. В столь великом отчаянии она не смогла придумать иного способа загладить безрассудство птицы, кроме как прикрыть неприглядное пятно тарелкой, в которую насыпала прекрасных плодов, вытащенных наугад из кармана, вовсе позабыв о симметрии стола. Затем, дабы никто ничего не заметил, она тут же принесла суп, усадила всех на место и просила угощаться. И вот, видя, что все так отлично устроено, все заговорили с восторгом, за исключением дьявольского мужа. Тот оставался угрюмым и мрачным, хмурил брови и искал хоть соломинку, дабы затеять ссору с женой. Полагая, что в присутствии родичей можно дать ему сдачи, жена молвила ему: «Вот твой обед, горячий, хорошо поданный, скатерть чистая, солонки полные, тарелки вымыты, вино свежее, хлеб отлично испечен. Чего же не хватает? Чего тебе требуется? Чего тебе хочется? Чего тебе еще надо? Да дерьма!» Закричал он в великой ярости. Добрая женщина тут же подняла тарелку и ответила: «Вот оно, дорогой мой». Увидев это, муж опешил, подумав, что дьявол вступил в сговор с его женой. Родичи тут же стали строго упрекать его, признали его виноватым, осыпали бранью и острили за его счет больше, чем писец успевает записать за целый месяц. С той поры сержант жил с женой в согласии и мире, а при малейшем проявлении дурного нрава с его стороны она говорила ему: «Тебе не подать ли дерьма?» «Ну, кто же теперь рассказал самую плохую историю?» — воскликнул анжуец, хлопая хозяина по плечу. «Он! Он!» — поддержали двое других. Затем они принялись спорить между собой, словно святые отцы на соборе, поднимая шумиху, швыряя стаканами и подпрыгивая, они высматривали удобный случай, дабы унести ноги. «Я разрешу этот спор», — крикнул хозяин, видя, что хотя они втроем охотно сносили свои счета, никто из них и не думал расплачиваться по его счету. Они замерли в испуге. «Я расскажу вам историю получше всех ваших, а за это вы добавите мне по 10 су с головы». «Тише, слушаем хозяина», — молвил анжуец. В нашем предместье Нотр-Дам-Ля-Риш, где и расположен сей постоялый двор, жила-была красавица-девица, имевшая, помимо природных достоинств, еще и кругленькую сумму за душой. Посему, едва она вошла в возраст и окрепла для брачного ярма, у нее появилось столько ухажеров, сколько сулежит в кружке святого Гатиена в пасхальный день. Девица выбрала малого, который, да будет вам известно, день и ночь трудился не хуже 2 монахов, вместе взятых. Вскоре они обручились и сговорились о свадьбе. Однако радость первой ночи приближалась не без некоторых опасений со стороны невесты, ибо она имела слабость испускать духи, вылетавшие словно бомбы. Опасаясь, как бы в первую ночь, закружившись головой, не дать воли своим особенностям, она поведала о своем деле матери, призывая ее на помощь. Сия добрая дама уведомила ее, что эта способность производить ветры — семейная черта. В свое время она и сама терпела от этого великую конфузию, но лишь в раннюю пору жизни. Бог был к ней милостив, и с 7-летнего возраста она ничего не испускала, за исключением последнего раза, когда отпустила своему покойному мужу прощальный залп. «Но», — молвила она дочери, — «у меня есть верное средство, оставленное мне моей матерью, которое сводит эти излишние взрывы на нет и выводит их без малейшего шума. Благодаря сему дуновения теряют всякий запах, и смуты удается избежать». Девушка, весьма обрадованная, научилась держать нос по ветру, поблагодарила мать и весело ускакала, накопляя ветры, словно органист, ожидающий первой ноты обедни.
Вступив в брачный покой, она вознамерилась испустить все перед тем, как лечь в постель, но сия капризная стихия оказалась выше ее власти. Пришел муж, и я предоставляю вам вообразить, как разгорелась любовная битва. Посреди ночи новобрачная поднялась под предлогом нужды и быстро вернулась назад, но когда она забиралась на свое место, сдержанная сила вырвалась таким оглушительным треском, что вы вместе со мной подумали бы, будто разорвались пологи. «Ах, я промахнулась!» — молвила она. «Черт возьми, дорогая!» — отвечал я, экономь порох. «С такой артиллерией ты бы отлично заработала в армии». И этой девушкой была моя жена. Ха-ха-ха. Зашлись смехом подмастерья. Они хохотали во все горло, держась за бока и осыпая хозяина комплиментами. «Слыхал ли ты историю получше, Виконт?» «Ах, ну и история». Вот эта история. Настоящая мастерская история. Королева всех историй. Ха-ха. Она разбивает в прах все прочие рассказы. После такого я скажу, что нет историй, равных историям нашего хозяина. Честным христианским словом клянусь, я в жизни не слыхал ничего лучше. Да я прямо-таки слышу этот залп. Я бы хотел расцеловать этот оркестр. «Ах, господа!» — молвил бургундец с серьезной миной. «Мы не можем уйти, не повидав хозяйку, и если мы не просим поцеловать сей знаменитый духовой инструмент, то лишь из уважения к такому прекрасному рассказчику». Тут все они принялись так восхвалять хозяина, его историю и трубу его супруги, что старый дурень, поверив смеху и пышным панигирикам этих плутов, позвал жену. Но поскольку она не шла, подмастерья молвили с далеким умыслом: «Пойдемте к ней». Тут все они вышли из комнаты. Хозяин взял свечу и пошел вверх по лестнице первым, дабы посветить им и указать дорогу. Но видя, что уличная дверь приоткрыта, эти мошенники пустились наутек и исчезли, словно тени, предоставив хозяину принять в уплату своего счета еще один залп из запасов его женушки.